В этом ролике я поделюсь с вами техникой, которая занимает всего 10 секунд времени и работает эффективнее, нежели часовые медитации. Данная техника проверена на практике у моих клиентов, и я могу утверждать, что тратя всего 10 секунд в день, вы можете исполнять свои желания. Я узнала об этой технике, когда обучалась у одного мастера, потом, когда уже сама стала консультировать, то говорила об этой технике своим клиентам, и они давали мне обратную связь о своих шикарных результатах. Это техника визуализации. Что такое визуализация, слышали, наверное, все. Об этой технике говорится во всех источниках саморазвития. Психологи, эзотерики, бизнес-коучи – все говорят об этой технике. И я лично наблюдаю такую тенденцию, что многие, зная об этой практике, не делают ее или делают, но у них она не получается. Давайте же разбираться, почему такая простая техника не приносит плоды и почему ее так сложно делать. И я могу сразу вам ответить. Первое – это потому, что люди сильно стараются, а вторая причина – это потому, что они делают это долго. Техника визуализации, о которой нам известно, требует сильной концентрации и веры. Мы должны сконцентрироваться, представить, ощутить и поверить. Но на данный момент внимание большинства людей очень быстро рассеивается. Люди разучились концентрироваться и контролировать свое внимание. Поэтому человеку тяжело удерживать желаемую картинку долго. По поводу веры, что могу сказать, это самое сложное. Очень тяжело на самом деле поверить в то, чего нет и никогда не было. Поэтому даже держа картинку четко, мозг не всегда будет в нее верить. Классическая техника визуализации реально предназначена для мастеров, людей, которые практикуют и тренируют свое внимание, которые занимаются определенными техниками и развиваются в области магии. У меня есть клиенты, довольно успешные люди, прожили яркую жизнь, и они мне рассказывали о том, как у них исполняются желания. Хочу отметить, что никто из них не сидел по часу и не визуализировал каждый день, не медитировал и не делал никаких ритуалов на исполнение желаний. Оказывается, они неосознанно пользовались техникой 10 секунд, и в их случае всегда успешно. Давайте теперь о сути практики. Данная техника предполагает, что за 10 секунд можно направить всю свою энергию на создание четкого образа желаемого результата, подключив чувство, визуализацию и веру. Как же выполнять данную практику? Нужно, чтобы вы никуда не отвлекались. Не обязательно быть одному, просто нужно, чтобы ваше внимание не было направлено на окружающую среду. Закройте глаза. Отключитесь от всего и помните, у вас есть всего 10 секунд. Ну, максимум 15. Больше делать нельзя, я потом объясню почему. Представьте желаемое так, как будто оно уже сбылось. От первого лица наблюдайте и ощущайте, почувствуйте это, проживите. После 10 секунд откройте глаза и как можно быстрее резко переключитесь на что-то. Ну, например, посмотрите в окно или на какой-то предмет, подумайте о нем, оцените его. Нужно просто, чтобы очень быстро оторвали свое внимание и переключились максимум секунд на 15. Не допускать никаких мыслей о желании, которое вы визуализировали только что. Сделали? Идите жить и заниматься своими делами. Технику нужно делать каждый день в любое время. И теперь разбор и объяснение, почему такая визуализация более эффективна, чем часовые представления. Первое – это максимальная концентрация внимания. Исследования показывают, что человеческое внимание способно удерживаться на пике от 8 до 12 секунд, что делает этот временной интервал максимально эффективным для коротких практик. Внимание – это энергия. И первые 10 секунд мы максимально сконцентрированы. Скажем так, мы бьем в одну точку, тем самым даем мощный импульс. Короткая визуализация позволяет нам создать мощный энергетический импульс, и тем самым мы засвечиваем свое желание в систему, в мир. И туда начинает стягиваться энергия. Кроме того, еще существует такое понятие, как точка сборки, представляющая собой место концентрации силы намерения. 10-секундная визуализация активирует эту точку, минимизируя все избыточные мысли и порождая мгновенный сигнал в мир. Важно также учитывать, что мозг не в состоянии различать реальные переживания и яркие ментальные образы.
что делает краткие визуализации причиной формирования новых нейронных связей, благодаря чему мы закрепляем желаемый образ в сознании. Второе – это отсутствие сомнений. Сомнение – это всегда разрушение. Сомнение представляет собой рассеивание нашей энергии, чем наш энергетический импульс делается намного слабее. В древних магических и духовных традициях считалось, что краткие заклинания и визуализации в состоянии максимальной концентрации внимания намного действенней, поскольку они минимизируют внутреннее сопротивление ума. Продолжительные же визуализации, напротив, могут активировать критическое мышление, что в свою очередь приводит к анализу и сомнениям, и наше намерение уже становится, конечно же, слабее. Существует еще такой вселенский закон, закон веры. Закон веры гласит: «По вере вашей да будет вам». Искренняя вера в визуализируемый образ играет решающую роль в активации энергетических потоков, в то время как сомнения и критическая оценка возможности достижения цели могут привести к рассеиванию вашей энергии и снизить эффективность практики. И теперь главный и самый важный момент. Почему сразу после визуализации нужно переключить свое внимание, хотя бы секунд на 15? После визуализации создается мощный энергетический импульс. Переключение внимания позволяет сохранить эту энергию и не растрачивать ее на внутренние сомнения и переживания, страхи или размышления. Нам нужно закрепить намерение в подсознании. Когда мы резко переключаемся, мы не даем возможности обдумывать желаемое нашему критическому мышлению. Мы не даем себе возможности обдумать желаемое, и оно уходит нам на подсознание. Переключение фиксирует образ на уровне подсознания. Это похоже на то, как команда отправляется в операционную систему нашего мозга. После переключения на другую задачу подсознание начинает обрабатывать наш запрос, наше желание в фоновом режиме, не блокируясь избыточными страхами и избыточным вниманием. Какие еще моменты следует учитывать? Нужно осознавать, что любое желание несет в себе определенную энергетическую массу, которая требует определенного времени и ресурсов для материализации. Если вы представляете себе Феррари во всех красках, а завтра вам никто его, видите ли, не подарил, то это не значит, что техника не работает. Если предмет вашего желания в вашей жизни норма и вероятность, то, конечно же, все сразу получится. Но если вы мечтаете о том, что для вашего образа жизни это что-то невероятное, это что-то недосягаемое, то нужно очень много энергии и времени, чтобы это воплотить. Да, это не значит, что это невозможно. Но для этого, конечно, нужно будет очень много энергии и достаточное количество времени. Поэтому надо быть адекватным и мечтать о том, что вполне реально получить для вас сейчас. Один богатый человек сказал, казалось бы, простую, но в то же время фундаментальную истину. Все мечтают получить сразу 1 000 000. Но этого никогда не произойдет. Заработайте сначала 10 000, потом 100 и так далее. Поэтому давайте мечтать и действовать грамотно и понимать, что энергопрактики и энерготехники – это сильная, но часть материализации. Основное – это действие, образ мышления и программное обеспечение. Для действий важны правильные программы и установки. Кстати, именно сейчас я готовлю новый образовательный проект, называется он «Великое делание». Эта программа является базовой для работы с энергией и разумом. Эта программа в принципе предназначена для становления человека на его истинный путь и очищения его сознания от всех вредоносных программ и блоков. Больше расскажу об этом в конце видео. А сейчас продолжим. Также желание должно быть вашим. Не так, что «ой, подруга купила машину, и мне тут же надо такую же». Нет. Желание должно идти изнутри и импонировать вашему сердцу. Желание должно формироваться без влияния внешних факторов. И последнее. Если ваше желание противоречит вашим программам и установкам, то здесь, конечно же, нужно решать первый вопрос. Например, если у вас блок на финансы, вы тут визуализируете дорогую машину или что-то в этом роде, то у вас ничего не получится, ибо ваше подсознание будет считать это опасностью. В принципе, на этом все. Я сегодня все рассказала.
И это техника, которой просто грех не воспользоваться. Вот попробуйте прямо сейчас. Закройте глаза и на 10 секунд представьте свое самое заветное желание, что оно уже исполнилось. Почувствуйте это и быстро переключитесь. Это важно. Теперь больше о моем образовательном проекте. Проект «Великое делание» рекомендован для тех, кто хочет сделать прорыв во всех сферах своей жизни, кто хочет стать на свой истинный путь и гармонизировать свою жизнь и выйти на новые уровни в финансах, здоровье, в отношениях и в принципе повысить уровень своей жизни. Это база, которая делает людям просто шикарные результаты и полностью меняет их жизнь. Жизнь людей после проекта делится на до и после. Все материалы в данном проекте были проверены мной на индивидуальной практике с моими клиентами. И теперь я хочу помочь и поработать с более широким кругом людей. Так что переходите в мой закрытый телеграм-канал в закрепленном комментарии и пишите «Хочу на проект». Также там я постоянно выкладываю проверенные инсайды. И подписывайтесь на канал, если хотите узнать еще больше мощных техник управления реальностью. На этом все. Всем пока. До новых встреч. 4, 3, 2